Привет, мир! Сегодня произойдет важное событие в этой игре. Мы наконец-то подошли к внедрению интерактива в этот проект. Так что нет времени разглагольствовать и шутить шуточки. Усаживаемся поудобнее, так как впереди много интересной работы. На данный момент в игре тянется один недостаток – это падение производительности при приближении к стенам. Решением этой проблемы будет вот что. Когда проекционная высота стены будет больше, чем разрешение высоты экрана, то есть текстуры нам достаточно будет взять под поверхность, которая будет во столько же раз меньше, во сколько проекция больше экрана. Тем самым этой подповерхности будет достаточно, чтобы при ее масштабировании увеличить только на размер нашего разрешения. Таким образом, мы избежим падения кадров в секунду, как если бы это было при отрисовке огромных проекций вблизи стен. И вот результат налицо. Картинка осталась такой же, а производительность вблизи стен теперь не теряется. И вот настал момент для добавления оружия. На просторах интернета огромное количество спрайтов для такой анимации. А выбрал я себе пушку, как понимаете, под стилистику нашего проекта. Я захотел сделать так, чтобы при совершении выстрела следом шла анимация перезарядки. Для этого в файле игрока ввел логический параметр, который принимает истинное значение при нажатии левой клавиши мыши. И заодно перенес список всех объектов для коллизии в отдельные свойства, так как теперь объекты у нас будут менять атрибуты блокировки. Весь механизм анимации оружия будет построен так же, как строилась анимация спрайтов, то есть будем по-прежнему использовать класс очереди, DQ из модуля коллекций. Также воспользуемся классом Rect для удобного определения позиции спрайтов с оружием. Необходимо тоже ввести пару счетчиков и логических переменных для этого механизма. Сама логика анимации весьма простая, и может, конечно, показаться довольно топорной, но тут уже каждый на свое усмотрение делает. Главная идея состоит в том, что в класс для рисования будем получать экземпляр класс игрок, и в зависимости от параметра нажатой клавиши мыши, будем проигрывать спрайты с установленной скоростью анимации. А когда все анимационные спрайты закончатся, то будем присваивать ложное значение атрибуту для выстрела, и после этого отрисовывать только базовый спрайт для оружия в покое. Давайте посмотрим. И вот сейчас мы вооружены, но пока еще совсем не опасны. Первое, что захотелось сделать, так это эффект от попадания пули по ближайшим объектам. Действуем так же. Я нашел анимацию взрыва, и она довольно эффектно смотрится, так что решил ее незамедлительно внедрить. Так как оружие находится посередине экрана, то нам потребуется размер проекции на центральном луче в райкастинг функции. И, конечно же, нужен механизм для определения спрайта, который находится под выстрелом. Для этого часть параметров, таких как дистанция до спрайта, его проекция, центральный луч и угол тета, сделаем атрибутами. Создадим свойство, которое вернет нам расстояние и проекцию спрайта, который находится под огнем. Я сделал так, что если спрайт находится на центральном луче, и в еще небольшом диапазоне лучей от него, то как раз будем его считать спрайтом под огнем. А в общем классе для спрайтов сделаем свойство, которое вернет ближайший спрайт, если таких спрайтов оказалось много под выстрелом. Теперь остается определить, кто к нам ближе находится, стена или спрайт, взяв минимум по расстоянию от них. И сейчас, имея данные о размере проекции, можно спокойно реализовать эффект от разрыва пули в виде отдельного метода. Для этого также воспользуемся тем же самым механизмом для реализации анимации, в котором будем масштабировать по проекционной высоте спрайтовые картинки, тем самым будем получать эффект от пули по ближайшему объекту.
Что же, посмотрим на то, как выглядит этот эффект. Как видим, все вполне адекватно. Размер анимации взрыва пропорционален расстоянию до объекта, по которому производим выстрел. Приступим к еще одному шагу полноценного интерактива. Для этого поместим в отдельную папку анимацию разрушения и гибели монстров. Существенно пополним параметрами описания спрайтов. Изменим масштабирование. Для каждой оси введем свой коэффициент. Добавим спрайты для анимации и разрушения. Также параметр, по которым определять, будем жив или нет этот объект. Я добавил также сдвиг спрайта после его гибели. Ввел важный параметр, где мы теперь укажем тип спрайта. Вот бочка будет теперь декорацией. Добавим параметр, отвечающий за действие объекта при виде игрока. А некоторые спрайты я сделал бессмертными, к примеру шарик с призраком. А демон теперь будет типом NPC, у которого обычная анимация перейдет в параметр анимации действия. Ну и конечно же, после таких нововведений необходимо скорректировать всю инициализацию экземпляров и атрибутов. Хочу обратить ваше внимание на то, что в любом атрибуте, связанном с анимацией, обязательно берите копию, иначе возникнут серьезные баги этой анимации. Для функционирования анимации смерти объектов, аналогично существующему механизму, объявляем параметр счетчика, а также триггер для выполнения действия объекта. Более того, я сдвинул углы обзора спрайтов, а то они находились в сдвинутом положении, и спрайт смотрелся из-за этого немного неправильно. Также пришлось внести для этого поправку в расчет угла от это. Для адекватного масштабирования спрайта по двум осям тоже пришлось внести соответствующие изменения. При этом, надо также сохранить механизм сдвига спрайта по оси Y. Это дает возможность масштабировать любой спрайт, не искажая его изначальные пропорции. И чтобы как-то разгрузить нагромождение кода, я вынесу в отдельные функции анимацию спрайтов, а также функцию определения правильного угла обзора для спрайта. Также сделаем заготовки для анимации смерти и анимации взаимодействия NPC с игроком. Далее пропишем очевидную логику, по которой будет включаться эта анимация смерти, анимация взаимодействия с игроком и первоначальная анимация для спрайтов. Что касается самих этих анимаций, то они также основаны на классе DQ, и не раз уже обсудили их функционирование, так что их работа вам уже должна быть вполне понятна. Да, забыл убрать старое масштабирование, и введем еще один параметр. У каждого объекта будет теперь свой собственный размер. Проверим промежуточный результат на предмет багов. Кстати, если помните, то демон раньше смотрел немного в сторону, а теперь смотрит прямо на нас. Но чтобы задействовать весь вышенаписанный код, нам потребуется создать новый файл, так и назовем его «Взаимодействие». И в первую очередь я хочу реализовать новую рейкастинг функцию, которая будет также ускорена модулем NumPy. Задача этой функции пускать всего лишь один луч, и результатом этой функции будет ответ, находится ли персонаж в прямой видимости с NPC или нет. Эта информация нам потребуется для запуска функции анимации NPC при виде игрока. Если кто не догадался, то это будет анимация нападения на персонажа со стороны NPC. Здесь же мы создадим класс, атрибутами которого станут экземпляры таких классов как персонаж, рисование и спрайты. Первым методом этого класса будет функция, задача которой будет определять, находится ли какой-нибудь живой и небессмертный объект в области выстрела. И при этом, если новый рейкастинг функции выдает истинное значение, то мы будем запускать анимацию смерти у этого объекта, а также делать его проходимым. И после этого сразу обрывать цикл, чтобы одной пулей не убивать одновременно несколько объектов. Давайте взглянем, и посмотрите, наша игра стала приобретать новые яркие краски, объекты теперь вполне себе уничтожаются.
Но пойдемте дальше. Создадим метод, который будет запускать анимацию взаимодействия NPC. Анимация будет запускаться у всех объектов, которые находятся на расстоянии прямой видимости с нашим персонажем. Опять же проверим. И как видно, NPC реагирует на нас только тогда, когда может нас увидеть по прямой. Все работает верно. Но давайте заставим NPC двигаться в нашу сторону. Конечно, можно применить алгоритм поиска пути, но сделаем все намного попроще. NPC будет двигаться в нашу сторону тогда, когда расстояние до него будет больше размера клетки на карте. Итак, проверяем. И да, демон теперь преследует нас. Это очень забавно. Игра стала весьма живой. Но опять же, не будем останавливаться. И давайте добавим еще больше интерактива в наш мир. Да, будем делать двери. И для дверей я также буду использовать механизм отображения спрайтов. Сейчас покажу, как я сделал дверь. В любом 3D-редакторе создаем куб. Обрезаем этот куб его по любой стороне до толщины двери. Далее выбираем любую картинку и накладываем как текстуру с обоих сторон. А далее вам надо определиться, сколько углов обзора будет у двери. Я решил сделать 16 углов обзора, поэтому, поворачивая дверь на равномерный угол, я сохранял картинку со свойством прозрачности. Таким образом и получил спрайты для двери. И несложно догадаться, что у нас будет только два типа дверей – горизонтальные и вертикальные. Поэтому в описании параметров для спрайтов введем соответствующее значение. Первым делом создадим свойство, которое будет возвращать словарь всех закрытых дверей на карте, но сам тип словаря будет импортирован из модуля Numba, так как его необходимо будет использовать в новой рейкастинг функции. Затем добавим триггер для открытия дверей. Нужно сделать значение предыдущего положения двери. Это нужно для анимации ее открытия, и параметр для удаления объекта. И так как я сделал 16 углов обзора для дверей, то пришлось сделать соответствующий список углов для таких объектов. И по-хорошему, надо сделать отдельный класс для разных типов, но я оставил все в одном. Поэтому для дверей необходимо внести небольшие условия выполнения некоторых вычислений. Ну и главное, добавим логику для дверей. В случае срабатывания триггера для двери, мы будем запускать функцию открытия ее. В зависимости от типа двери, она будет уходить в стену со скоростью, которую мы определим. А после того, как дверь пройдет расстояние больше, чем размер клетки, то мы удалим ее с карты. Внесем словарь закрытых дверей в рейкастинг функцию, чтобы NPC не видели нас через двери. А условием открытия двери будет выстрел по ней с расстояния меньше, чем размер клетки. И еще одним важным нюансом станет расположение двери на карте. Размещать двери нужно строго посередине клеток. Давайте оценим результат. Хотя двери и спрайтовые, но вроде выглядит вполне приемлемо. Функционирование тоже и работает. NPC двинулся к нам только после открытия двери. Все хорошо. Я решил удалить открытые двери, поэтому сделал в файле для взаимодействия метод, который обнаружит и удалит их. Этим же методом можно удалять и другие ненужные объекты. Итак, решил добавить еще одного врага. Шаг за шагом. Минимальный набор интерактивных элементов у нас уже имеется. Но ощущения готового проекта все равно нет. Давайте добавим нам для начала звука. Так вот, что я подобрал по звуку и музыке. Добавление звука в Pygame совсем несложный момент. Для этого в отдельной функции инициализируем параметры звукового миксера, загрузим музыку и поставим на воспроизведение. И все это запустим до начала главного цикла.
Для оружия загрузим звук выстрела в файле для отрисовки. Звук будет воспроизводиться в момент старта анимации выстрела. Аналогично, загрузим еще один звуковой файл. И запускать звук криков будем в момент попадания пули по NPC. Ну вот, совсем другое дело. А сейчас сделаем концовку. Концовка игры будет запускаться в тот момент, когда не останется ни одного NPC на карте. Мы остановим текущую музыку и поставим на воспроизведение новую, а также сделаем окошко с поздравлением. Поздравительную надпись будем делать в файле для рисования. Нам, кстати, понадобится экземпляр класса Clock. А также возьмем парочку интересных шрифтов для всех надписей. Концовка будет из себя представлять расположенный по центру экрана черный прямоугольник с круглыми краями, где поздравительная надпись будет рандомно менять цвет из красного диапазона. И не забываем этот метод задействовать в нашем main файле. Ну а теперь посмотрим на победную надпись. Что ж, вполне симпатичная себе надпись. А теперь приступим к созданию меню. Создадим параметр для триггера меню, а также выбрал себе приятную картинку для фона. Загрузим эту картинку, создадим метод для меню. И в main файле вызовем это меню до начала запуска игры. Для его отрисовки используем стандартный цикл для Pygame. Попробую покрасивее все сделать. В меню посередине экрана будет две кнопки – старт и выход, а также, сверху над кнопками, поместим большую надпись самой игры. Цвет надписи рандомно будем менять в сером диапазоне. А вот на фоне по координате X будет медленно перемещаться загруженная картинка, так как я выбрал картинку большого разрешения, поэтому покажу вам интересный эффект. Здесь также необходимо воспользоваться экземпляром Clock, чтобы устанавливать количество кадров в секунду. Взглянем на промежуточный результат. Весьма неплохо. А теперь сделаем логику для кнопок. Получим координаты мыши и состояние нажатых клавиш. Если мышка оказывается над кнопкой, то отрисуем все так же, только фон кнопки будет полностью закрашен. И в зависимости от нажатой кнопки по щелчку мыши, мы либо запускаем главный цикл, либо завершаем приложение. И вот, можно сказать, кульминация этого проекта. Посмотрим на наш финальный результат. Что же, как видите, такой вот скромный проект. Это итог достаточно большой работы. Конечно, можно еще кучу времени проводить над этим проектом, но я больше хотел показать свои придуманные механики и разработки. Надеюсь, что-нибудь полезного и интересного вы смогли взять из этого проекта. Пишите. Всем пока.